Привет, ребята! С вами Чиабатта. Почитав ваши комментарии, я решила еще больше раскрыть тему Ларри Джонсона и собрать всевозможные интересные факты и детали, касающиеся этого героя. Я отвечу на многие ваши вопросы и поделюсь некоторыми теориями, которые вы мне, кстати, подсказали. Если вы помните, в предыдущем ролике я предположила, что Ларри может находиться на стороне зла, и сегодня я хочу выделить те детали, которые могут отсылать к этому. Я не претендую на то, что это будет точно в игре, но совокупность этих моментов формирует альтернативный образ Ларри, нежели мы привыкли видеть. Я уже рассказывала вам, что все души черного мира в кошмаре Салли в 4-м эпизоде олицетворяют жителей апартаментов, а также этажи здания. Комната 1 это Терренс Эдисон из 103-й, лица из второй комнаты это квартира миссис Пакертон, второй этаж и комната 201. Манекен Дэвида из 302 олицетворяет конечности в 3-й комнате, и, кстати, Дэвид живет на 3-м этаже. 4-я комната аналогична номеру, где находилась девушка с записи видеокассет. То есть каждая из комнат это, можно сказать, этаж. 1, 2, 3, 4, 5 закрыт, и 6-м этажом характеризуется у нас комната номер 6. Ее хранителем является Вельзевул. Но этажа 6-го, как вы знаете, в апартаментах нет. Таким образом, 6-м этажом можно охарактеризовать подвал, где, собственно, живет Ларри Джонсон. Это еще один маленький фактик к моей предыдущей теории. Вельзевул – это одно из имен дьявола, как Люцифер. А тот, кто предал Бога, всегда считался темноволосым мужчиной с черными глазами, что, в общем-то, похоже на Ларри. Парень умеет управлять людьми, и если вы обратите внимание на то, с какой легкостью мальчик смог убедить Салли пойти на то, чтобы, вопреки закону, выставить невиновного Чарли убийцей, украв у него поняшку, что являлось уликой, можно прийти к выводу, что Ларри действительно имеет дар убеждения. Салли поддается влиянию нового друга очень быстро, и это даже настораживает. Еще очень интересное мое замечание. Почему Джим Джонсон не обратился за помощью к Ларри, не открыл ему все секреты, а выбрал избранным Салли Фишера? Интересным фактом является то, что Ларри живет в подвале апартаментов Эдисона, хотя из дневника Джима Джонсона мы знаем, что ранее они жили на 5-м этаже. То есть выходит, что Ларри, можно сказать, спустился с небес под землю. Наверное, вы подумаете, что в этом моменте нет ничего примечательного, но вспомните историю Люцифера и его место обитания, ведь ад находится под землей. Отдельным элементом, можно сказать, искусства является комната Ларри. На ней можно встретить отсылку на странные дела, различные музыкальные плакаты, и мне хочется выделить один из них. Я не сразу заметила, но один зритель указал мне на то, что на нем мы можем увидеть распятие. И это действительно так. А вы знаете, что обозначает перевернутое распятие? Перевернутый крест получил широкое распространение в современной массовой культуре как символ сатанизма. В популярной культуре, включая такие фильмы, как «6 демонов» Эмили Роуз, где, кстати, тоже встречается 3 часа ночи, Омен, сверхъестественное, перевернутый крест часто показывается как символ сатаны. Также перевернутый крест мы видим на гербое, когда, например, мать Ларри пробирается за компонентами для культа. В теме плакатов я хочу наконец выдвинуть свое предположение касательно картин, что нарисованы Ларри, действия которых мы уже видели в кошмарах Салли. Что если Сал Фишер каким-то образом погружался в прошлое своего лучшего друга, только вот все происходящее там было омрачено кошмаром самого Салли. Например, точно так же мы в начале 2-го эпизода как будто проживаем день Ларри, будучи в этот момент Салли. Семья Ларри. Его отец был не только участником культа и, судя по игре в гербой, являлся одним из центральных лиц секты. Он прошел испытания и нашел братство, а что же касается его матери, то она тоже была оккультисткой и доставила культу нужные компоненты, после чего был призван демон. Вообще, Джим Джонсон очень странная личность, и порой мне кажется, что бомж, которого мы видим наверху, намного больше похож на отца Ларри, чем рыжий усатый мужичок. Ларри отрицает его и как будто недолюбливает, говоря, что тот несет чушь и бред сумасшедшего, что очень странно, ведь вокруг действительно творится что-то страшное. Бомж как будто не имеет черепа и похоже на то, что
кто-то использует его плоть. Может быть, именно его зубы мы собираем? Но к этому мы еще с вами вернемся. Музыка. Ларри слушает тяжелую музыку, что привил ему отец. Эта музыка олицетворяет жестокость и, естественно, отсылает нас к проблеме ее восприятия в нашем мире. Известно, что еще в древности люди знали, что нежные мелодии благотворно влияют на настроение человека. Считалось, что музыка из разряда тяжелого металла производит на слушателей противоположное действие. Спокойных людей она приводит в состояние ярости, буйности, ажиотажа и злобы. И именно она играет в произведениях, когда хотят показать ад. Возможно, дав Ларри хороший вкус в музыке, Габри хотел сделать на этом акцент, что его музыка, например, будет немного темнее, чем музыка хиппи родителей Тодда. Последней странной особенностью Ларри я хочу выделить его поведение и кассеты в 4-м эпизоде. Парень действительно ведет себя очень странно на протяжении всего эпизода. Мы даже не знаем, как он умер и куда делось его тело, ведь Эш говорит, что она его не видела, а мы видим только крик Салли, и что случилось, как, непонятно. Но то, что он неожиданно потерял ключ, что странно, который оказался в клетке, закрытой на головоломку с зубами. И когда Салли подымал эти зубы, Ларри не сильно-то был и доволен, как будто боялся чего-то. Он также начал обвинять этого несчастного бомжа, указав на то, что его тут не должно быть. Если посмотреть внимательно на вещи в домике на дереве, то мы можем увидеть коробку, где написано «Ленты». Причем эта коробка лежит там с первых эпизодов игры. Быть может, именно там были спрятаны изначально эти кассеты, и дневник Джима Джонсона тоже был раскидан Ларри. Вдруг таким образом парень что-то объяснял Салли, и когда Эш приходит в домик, чтобы сфоткать своего товарища, тот не очень-то и рад, что его снимают, да и, в общем-то, саму Эш он не сильно-то радушно встретил. По окончанию хочу сказать, что тема предателей, на мой вкус, будет интересным поворотом игры. Как сказал один писатель, что предать может только преданный. И только преданный может сделать это для счастья другого. Ведь не соверши предательство Иуда, не было бы и воскресения Христа. А тем самым Иисус должен был знать, что все так получится, и позволить сделать это. Оставляйте свои комментарии с вашими предположениями и теориями. Некоторые из них я обязательно опубликую в своем следующем ролике по Салли Фейс. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.